Друзья, всем привет! Это канал Сладкий Мастер. По многочисленным просьбам готовлю бисквитный торт Милка с тонкими коржами и воздушным кремом. Торт получается очень нежный и ароматный. Секретом извлечения тонких коржей из цельного бисквита я обязательно поделюсь в этой публикации. Именно такие тонкие пористые коржи с ароматным кремом и сливок вызывают восторг моих заказчиков, которые очень часто делятся своими впечатлениями, когда пробуют торт Милка. Торт я разработал с учетом лучшего вкуса, стабильной формы и красивого разреза. Милка — это десерт, который станет отличным выбором как на праздничное мероприятие, так и на семейное чаепитие. Рецепт авторский, все нюансы приготовления и особенности по продуктам смотрите в рекомендациях. Для бисквита в яйца всыпаю сахар. Вымешиваю на высоких оборотах миксера до получения пышной яичной смеси. Добавляю кефир, перемешиваю миксером. Добавляю масло, муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Перемешиваю на низких оборотах миксера до однородного теста. Выпекать бисквиты буду в двух формах, предварительно выстеленных пекарской бумагой. Равномерно распределил тесто по двум формам. Убираю форму с тестом в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 35 минут. Предварительно остывший и охлажденный в холодильнике бисквит разрезаю на 3 равные части. Очень важно разрезать очень холодный бисквит, тогда получатся ровные и очень тонкие коржи. Если нет ножа пилы, воспользуйтесь длинным и острым ножом. Со вторым бисквитом проделываю идентичные манипуляции. Больше нюансов по тонким коржам читайте в рекомендациях. В итоге получилось 6 бисквитных коржей. Для крема в сливки добавляю пудру. Вымешиваю на средних оборотах миксера, чтобы получилась сливочная основа, которая по плотности напоминает густую сметану или йогурт. Добавляю сгущенное молоко. Продолжаю вымешивать на средних оборотах миксера. Невымешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно взбиваю миксером до получения стабильного сливочного крема, который устойчиво держится на лопастях миксера. А как правильно взбить сливки, читайте по ссылке, которую я оставил в рекомендациях. На поверхность для сборки торта наношу крем для устойчивости. Укладываю первый бисквитный корж пористой стороной вверх. Для прослойки бисквитов я использую домашнее яблочное пюре, рецепт которого вы можете посмотреть, когда готовил зефир. Распределяю пюре ножом по всему бисквиту. Вместо пюре можно использовать любой джем, варенье, повидло или конфитюр по вкусу. Сверху накладываю порцию крема. Распределяю сливочный крем плоской палеткой по коржу. При отсутствии палетки можно воспользоваться тем же ножом, которым распределяли джем. Сверху накрываю крем вторым бисквитным коржом и продолжаю идентичные манипуляции, собираю торт. Друзья, пока я собираю торт, напишите в комментариях, какой торт вы хотите увидеть на канале. А торт, который больше всего наберет просьб, я обязательно отсниму в ближайшее время с рекомендациями и нюансами приготовления. Друзья, буду очень рад, если поставите лайк на это видео. Любая ваша активность продвигает канал в рейтинге, а меня мотивирует делиться проверенными и стабильными рецептами, которые я всегда тестирую на своей кухне. Особенно когда рецепт мой авторский, ваше внимание вдвойне радует. Окончательно выравниваю торт плоским шпателем. Из оставшегося крема формирую декор по ободку в виде кремовых ракушек. Из насадки закрытая звезда. При желании можно дополнительно всыпать торт кокосовой стружкой. Готовый торт убираю в холодильник для стабилизации. Торт Милка — это очень нежный десерт, где гармонично сочетаются тонкие и очень пористые бисквитные коржи, ароматный сливочно-молочный крем и фруктовый джем. Обязательно приготовьте Милку и порадуйте своим кондитерским мастерством всех, кто попробует этот торт. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.